Короче, тут такая прикольная тема. В общем-то, я тут откопал металлоискатель. Буду всякие штуки прикольные искать. Ну, в конце концов, чтобы что-то для обзора было. В общем-то, ну, не знаю, просто вот так вот понравилось, типа, бегать с кладоискателем. По-любому, люди же часто находят всякие странные штуки. Особенно древности и так далее. Блин. Но, блин, я не знаю, на мой взгляд, идея классная. Вот ты бы попёрся с ним в лес искать всякие фигнюшки. А я более чем уверен, здесь, я не знаю, золото нацистов какое-нибудь лежит. По-любому уверен, просто. Это же даже не Москва, это жопа мира какая-то. Миш, да ясен пень в жопе мира, может быть, какая-нибудь херня, сокровища какие-нибудь, может, древнерусскую какую-нибудь крепость найду, я не знаю. О! Да. Вот оно, золото нацистов. Эй, ёп! Ой! Ну, чувак, ну да, вот такой вот. Мало ли что тебе смешно. Приходится. Может, что-нибудь смешное. Не знаю, найду какой-нибудь. Мне все равно на обзор что-нибудь нужно искать. Сам вот иди и разбирайся на своих барахолках. Иди нафиг вообще. Чувак, погоди, я тогда сейчас. У меня тут, кажется, кое-что нашлось. Ну что, Миш, доигрался? Да выпендривался? Вот оно, мое золото нацистов. Мама, помоги мне. За что мы помним Германию? Разумеется, за самое яркое в истории. Открытие радиоволн, немецкий экспрессионизм, Баухаус, ой, пропустим это, лютейшие ГДРовские кресла, грюндики. И, наверное, самое мощное — Панзеркамва. Ой, я имел в виду фотоаппараты. По легендам, слагаемой мной, здесь растет очень интересный редкий вид камеры, старинная довоенная камера 30-х годов. По правде говоря, никаких поисков золота нациста и вовсе и не было, потому что на самом деле я его нашел просто на блошином рынке. Вот этот фотоаппарат, думаю, так, наверное, сейчас выкосят много. Смотрю, такое нет, немного. Honorable mention. Я полагаю, не самый лучший косплей на Доктора Стрэнджелава, я больше похож на людей в черном. Так вот, Акфа — это своего рода неограненный алмаз, точнее, наоборот, ограненный алмаз, просто затерянный глубоко в недрах шахты, где-то на Y12, наверное. Хотя сейчас в новой системе координат и с этим пещерным обновлением уже, по-моему, не факт. Или факт, не помню, честно говоря.
Вот в таком вот она красивом кейсике мне пришла. Справедливости ради, это один из самых, на мой взгляд, приятных кофриков, которые я только пробовал, потому что он весь такой блестящий, красивый, на то, что у него отсутствуют нитки, не обращайте внимания. Собственно говоря, открываем ее, и вот такая вот, ну, просто посмотрите. Во-первых, внутри бархатный интерьер этого кофра, во-вторых, ну, просто посмотрите на это чудо. Она очень маленькая и очень миленькая. Она действительно очень маленькая, она, типа, может, чуть больше чайки. Чему все это приключение про золото нацистов, типа Германия, ха-ха-ха. Ау. Этот прекрасный фотоаппарат, он действительно очень красивый, он приятно лежит в руке, у него великолепный дизайн, мне полностью нравится. Он родом из Германии. Ну, Акфа, понятно, Акфа Немеция, это логично. Но, как я прочитал в интернете, и я надеюсь, что в интернете я прочитал правильно, это Акфа, а она выходила в разных моделях, так почему-то в первую очередь отличающихся по затвору и диафрагме, насколько она открытая. Это выходило, по-моему, с 1938 года. И тут вы понимаете намек, к чему я клоню. Мы не будем приплетать этот красивый фотоаппарат к деяниям Третьего Рейха и прочим нехорошим вещам, но, тем не менее, сам фотоаппарат хороший и, как минимум, визуально. Давайте, наконец-таки, к моей самой любимой вещи. К сожалению, она уже немножко прохудилась, поэтому... Но да. Оп! Да вы посмотрите, какая прелесть. Это самая маленькая и самая миленькая гармошка, которую я видел. Это прям гармошуленка какая-то. Собственно говоря, этот фотоаппарат с гармошкой, это довольно мило на самом деле. Он так мило выглядит. У этой модели очень много своих приколов. Фокус у нас может до метра минимального фокусного расстояния. Кстати, если уж на то пошло, объектив 50-миллиметровый фиксированный. Затвор у нас отрабатывает от бульбы до 300. Собственно говоря, диафрагма, которая работает, у нас самая открытая диафрагма, это 3,5. Но, и тут начинается странная сторона Акфы, способна закрыться до 32. А кто-то из вас еще и жалуется, что не снимает на 22. Или на 16. И, разумеется, так как живой орган у Акфы, в первую очередь, это затвор, за счет которого происходит вся магия, то вот этот рычажок, это и есть затвор. Подобно тому, как многие хорошо устроенные фотоаппараты работают, она щелкается не вот так вот дотрагиваясь, а вот так вот. Переходим к тому, что находится на самой тушке камеры. А это, в первую очередь, видоискатель. Он простенький, это тупо линза с стеклом. Это одно стекло с другим стеклом, просто одно стекло более изогнутое. Ну, то есть обычная линза, внутри нее даже нет никаких маркировок, поэтому прямой видоискатель просто. Так, пыль, мусор, прах. Отвечает за выдвигание затвора. Классная терминология. Кстати, хочу заметить, счетчик кадров всего лишь на 12 кадрах. В нее больше, по идее, не запихнуть, хотя мне что-то кажется, что можно и больше. И, собственно говоря, рукоятка промотки кадров. Здесь работает только грейфер. Собственно говоря, поэтому у нас нет рычажка, а есть только крутилка. Заглянем в внутренность, и вот здесь Акфа принимает пик своей индивидуальности. Собственно говоря, заглянув внутрь, мы находим вот эту вот историю. Нет, это не две кассеты внутри фотоаппарата. Да, точнее, да, это две кассеты внутри фотоаппарата, но не те кассеты, о которых все подумали. Это отдельные кассеты, которые находились внутри Акфы. Отдельный Карл Zeiss Icon. Да, это две отдельные кассеты, очень напоминающие собой нормальные 135-е кассеты, но при этом они являются закрытыми бачками, которые нельзя раскрыть и не имеют валов. И если мы посмотрим внутрь Акфы, то внутри нее тоже никаких механизмов нет. Это звучит максимально странно, учитывая тот факт, что, по идее, как кассетированная пленка уже должна существовать в это время. Как вы понимаете, промотка кадров происходит только за счет вот этих вот прекрасных двух грейферов. Я не люблю механизмы подобного типа, но Акфа — это исключение. Почему? Потому что у нее есть рядом с грейферными механизмами вот такие вот две защелки. Почему они круты? Потому что засовываешь туда пленку, фиксируешь, и она никуда не деется. Ну, то есть она спокойно проматывается, и это, на мой взгляд, очень прекрасно, потому что, сами понимаете. Поэтому, чтобы снять на Акфу, нужно вручную зарядить кассету Акфы, то есть фанаты намоток, надеюсь, тут, потому что мотали не только мы, мотали не только наши отцы, мотали наши деды и, судя по всему, прадеды. Одна 600-я.
Чувак, фейсовая тактика, нужно ее сначала открыть, вот так вот, потом, короче, вот этот затвор взвести и только после этого промотать, потому что если сначала промотать, потом взвести, она не щелкнет. И придется жать на вот этот рычажок. Короче, камера заставляет задуматься. О, вот, чекай, кстати, еще неплохой рисунок. Угу. Ну, в целом, вот мы и нащелкали. Обычно это дело, конечно, происходит под... Да никак оно обычно не происходит. Я хотел сказать под эпичную нарезку, но нет. Короче, вот такой вот у нас бачок. Обычно бачок заправил. Проявлять мы будем... Где? Короче, мы будем проявлять D76, но так как я перед этим его морозил несколько дней, чтобы проявить другую пленку, вот она, кстати, она до сих пор мега плотная, то мне сейчас, погоди секундочку, мне нужно... Сейчас, секундочку, я его, кажется, забыл. Я полагаю, это должно сработать. Может, посильнее? Ой. Ну слушай, он становится теплее. Блять, обжегся. Ничего, бывает. Не, ну по-прежнему холодный. Ладно, пофиг. Есть такая штука, Digital Truth называется сайт. На нем показана почти вся пленка, которую можно проявить. Можно выбрать тип проявителя, и даже он покажет, в каких пропорциях, сколько оно длится. И это типа круто, потому что тут есть лаки. И нет, это не реклама, если что. Смотри, он пишет, Может, я что-то не понимаю. Короче, он пишет SHD 400 и SHD 400, и у них разное время проявки. И при этом я не вижу разницы. Я реально не понимаю, в чем прикол. Точно, я ж не засек таймер. Давай, короче, я поставлю 8 минут, а там будет, что будет. Федор и его пофигистическое отношение к проявке. Можно пока что пойти курить бамбук. Все, погнали. Собственно говоря, дофиксировалась эта штука у нас. Оп, 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 оп. Я, конечно, свинарник просто не могу. Ну ничего, проявители, химия, фотохимия, чаем, кофе и так далее. Мне кажется, это в целом прекрасные вещи, взаимодополнимые. Ставьте лайки, если хотите, кофенол. Вот, потому что я как бы тут уже готов записывать. Кофе есть, молоко имеется. Будет эспрессо фотопроявито. Это было плохо. Момент истины. Ой. Ой. Скажем так, это выглядит странно. Точнее, нет. Я тут, короче... Может быть, я отрезал меньше, чем нужно? Разрешите покритиковать нашего дорогого Федю. Ты отрезал очень мало кадров. Это меньше 6. Потому что по базе 36 это мой рост. Если это треть от моего роста, это, ну, как минимум вот столько. О как. Ну, то есть, вот. А вот столько должно быть. Но тут есть мое фото. Собственно... Извинения приняты, да? Да. Слушай, ну открой, можно просканироваться. Да-да-да. На облака. Вот, короче, вот это мое изображение. Блять. Я, если что, оператор, ученик кинотелевуза, да, просто врезаюсь пока. Могу сказать, что пленка лаки показала себя хуже, чем я бы хотел, но работать с этим можно. Как будто бы также есть проблема в самой камере, потому что есть ощущение, что она... Не юстированная. Нет, по фокусу нормально, приемлемо. Как будто бы она где-то просвечивает немножечко. Такое возможно, я думаю. Вот. Из-за этого, кстати, вуаль, сильнее, чем хотелось бы. Изображение рабочее. Возможно, стоит немножко недоэкспонировать эту камеру, чтобы получать какое-то изображение. Вот, как-то так. Погоди, блин, финал я не зафокусил. Я не в фокусе в финале. Пока могу о Акфе сказать следующее. Мне очень понравился тот факт, что она имеет резкость. Почему это важно? Потому что до того, как я вообще начал снимать на нее обзор, были у нее явные проблемы, у нее сбился фокус. Тем не менее, каким-то образом чудесным я смог отюстировать фотоаппарат, хотя, опять же, я никогда не занимался юстировкой вообще. На мой взгляд, это очень классный фотоаппарат. Опять же,
тугой в плане того, что муторный. Аква, она такая, она специфичная, она мега атмосферная, она тактильно очень приятная, ну, что, на мой взгляд, важный для меня, по крайней мере, формат в фотоаппарате. Я полагаю, небольшой офф-топ перед тем, как мы закончим это видео. Да, я хотел начать этот сезон как-то по атмосферному, но, к сожалению, не получилось. Ну, что поделать. Ничего, у нас будет еще время разыграться, потому что Fuji Tapes меняется в Fuji Archives. К сожалению, очень печально, что это лето я думал, что я сам буду активно заниматься выпуском видео, но по факту так и было, кстати. Я монтировал, активно снимал, все вот это делал, но вот, возможно, вы это увидите, ну, я полагаю, уже осенью, потому что я, наконец-таки, отправляюсь кое-куда подальше, чем за пределы Москвы, и я улетаю в Крым. Ура! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что я бы на вашем месте написал комментарий. А знаете что? Я так и сделаю. Так что все, давайте. Что я могу сказать? Честно говоря, фотоаппарат... О, как. А вот и думайте. Антракт. Mr. Noel Noel was the teacher in the school, giving a lesson one afternoon. У меня, короче, стул развалился икеевский, просто кусок говна из поролона, из пенопласта. Он просто весь треснул, и я поставил сейчас верхнюю часть от кресла какого-то, ну, я полагаю, советского, не факт, что ГДРовского, оставил вот оригинальную ножку от икеевского стула. И такой кайф, я просто вот могу делать так. А могу в другую сторону. Вот так вот. Могу кружок навернуть. Ну, прекрасно же. Голова болит.